Bluetooth-наушники форм-фактора вкладыши со сбалансированным звучанием, компактным боксом, приятным дизайном, системой из 8 микрофонов в общей сумме с технологией шумоподавления ENC. Все как мы любим. Bluetooth версии 5.3, режим низкой задержки, сенсорное управление с возможностью регулировать громкость прямо с наушников, а также с поддержкой фирменного приложения. Да, данная модель не оснащена дорогими технологиями, но и цена соответствующая. Обо всем этом заявляет нам производитель в рекламе к наушникам под названием QCY T20 AliPods. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я вам сейчас расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной для QCY упаковке в серо-оранжевых тонах. Упаковка выполнена из тонкого картона, пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство. Один наушник весит 4,1 грамма, а бокс 28 граммов. Габариты бокса небольшие, 54 на 48,5 на 24,6 мм, а габариты наушников 31,7 на 17,7 на 19,2 мм. Звуковод овальной формы, что для вкладышей стандартно. Плюс за то, что установлена металлическая сеточка. Размеры звуковода 6 мм на 7,5 мм. И для чего вам эта информация? Правильно, если у вас есть беспроводные наушники, они для вас комфортны, измерьте звуковод у своих наушников и будете знать, подойдут ли вам эти или нет. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там нереальное количество всяких приятных цен на разные девайсы. Телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал мой личный, где я делюсь результатами тестов до обзоров. Плюс общаюсь с вами в режиме реального времени каждый день. Одна голова хорошо, а две лучше. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам от QCY. В продаже имеется белая и черная расцветка данной модели. Плюс за то, что Али уже можно спокойно заказывать защитный кейс другого цвета. Зарядный бокс изготовлен из матового пластика с глянцевой вставкой и надписью QCY с тыльной части. Дизайн, как по мне, хороший, ничего лишнего. Материалы тактильно приятные, сборка неплохая, но бокс скользкий. В кармане не мешается, что хорошо. На корпусе расположили LED-индикатор, прорезиненную часть для удобного открытия крышки и разъем для зарядки Type-C. Люфт у крышки небольшой, но есть, и крепление пластиковое. Крышка в открытом состоянии фиксируется, что удобно, но доводчиков нет. Открыть одной рукой можно. Внутри бокса на матовой поверхности находится 2 глянцевых места под наушниками с 2 контактами для зарядки в каждом. Маркировка left-right и краткая информация во внутренней части крышки. Наушники в боксе не гуляют. Чтобы вытряхнуть наушники из бокса с закрытой крышкой, необходимо приложить немало усилий. Хлопок при закрытии крышки бокса глуховатый. Вынимать наушники из бокса не совсем комфортно из-за крышки. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из глянцевого пластика. Внешние наушники выглядят хорошо, но ничего нового QCY не придумала. Просто минималистичные вкладыши с короткой ножкой, которые напоминают яблочные наушники 3 серии. Но QCY слегка больше по размеру. Посадка данной пары удобная и подойдет многим, но если есть возможность, их необходимо, разумеется, примерить перед покупкой. Из ушей выпирают наушники минимально. При занятии спортом из ушей не вылетают, за что отдельный плюс. Да, и выглядят они в ушах отлично. После 2 часов прослушивания музыки дискомфорта от наушников я не ощутил. На корпусе наушников находятся контакты для зарядки, световые индикаторы, которые находятся за металлической решеткой на внешней части ножки. При воспроизведении музыки индикаторы не мигают. 4 микрофона с технологией шумоподавления ENC и сенсорная панель. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, включение-выключение игрового режима, регулировка громкости, ответ и завершение вызова, и игнорирование вызова. Одиночный тап по умолчанию отключен, из-за этого ложных срабатываний нет, но на него можно назначить регулировку громкости. Откликаются наушники на тапы хорошо. В целом управление довольно удобное и хорошо, что есть возможность настроить тапы в приложении. Но использовать все команды нельзя, приходится чем-то жертвовать. К примеру, я отключил голосового ассистента, а также сенсорные области расположили слишком низко, как по мне. Далее, оснащены наушники LSP драйверами на 13 мм с титановым покрытием и композитными диафрагмами. Все как у всех, к слову. Активного шумоподавления нет, что неудивительно за данную стоимость. Напоминаю, что во вкладышах оно тоже встречается. Huawei FreeBuds 4. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают, но переподключение не бесшовное. Наушники автоматически подключаются после изъятия их из бокса с ранее сопряженным устройством. Бокс не умный. Анимация на борту, что удобно, но ее нужно включать в приложении. Кому нужна, тот включит. Мультипоинта не завезли, как и датчиков автопаузы. Это нехорошо. Емкость аккумулятора бокса всего 220 мАч. Полный цикл зарядки занимает в среднем 1 час 20 минут. Беспроводной зарядки нет. Наушники можно перезарядить от бокса 3 полных раза. Саморазряд
Перезаряд у бокса не наблюдается. Емкость аккумулятора наушников не заявлена. Полный цикл зарядки занимает до 1 часа. Отыграли они на 100% громкости по кодеку AAC. У меня 4 часа 40 минут. Я лично не советую их слушать на 100% громкости, так как они слишком громкие по мне. Водонепроницаемость класса IPX4 только у наушников. Разумеется, их нельзя окунать в воду. Я их окунул. У меня они выжили. У вас не факт, что выживут. И не факт, что с ними все будет хорошо через месяца 2, скажем так. Не предназначены они для утопления, но легкого дождика можете не бояться. Приложение QCY все так же выглядит не очень, то есть плохо, но работает уже корректней. В нем можно посмотреть заряд аккумулятора в процентах наушников по отдельности, но заряд бокса не отображается. Также есть плеер, 6 стоковых эквалайзеров и кастомный 10-полосный эквалайзер. Предустановки звучания настроены не лучшим образом, как по мне, стоковое звучание лучше. Но вот с кастомным эквалайзером поиграться можно, они откликаются на него нормально. Далее можно переназначить тапы, найти наушники на карте, что являются бесполезной по мне функцией, так как у меня местоположение показывает именно смартфона. Включить режим сна, в котором отключаются все сенсорные функции, включить игровой режим, и последнее — это обновить прошивку. Но мне она еще не прилетала, что довольно странно, потому что наушники не супер новые. Bluetooth версия 5.3, что очень хорошо, это последняя версия для носимых устройств. Есть 5.4, но пока ее нигде не видел из гаджетов. Из кодеков на борту только стандартный AAC и SBC. Через две стены наушники не отваливались, но изредка проскакивали фризы. Задержка на YouTube незаметна с игровым режимом, который по заявлению производителя снижает задержку до 68 миллисекунд, практически незаметно. Но, конечно же, 68 миллисекунд мы не имеем. В лучшем случае задержка около 130 миллисекунд. И играть в целом комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Blue team has scored for the first time! Clear! Kill! Clear! Микрофоны отрабатывают, я бы сказал, хорошо. Перегруз присутствует, но небольшой, как и искажение голоса. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников QCY T20 AliPods. Насколько хорошо работают микро, все всегда, как говорится, относительно, вы сейчас слышите. QCY всегда делает хорошо и дешево. Звучание. Запас громкости есть. На 100% громкости есть небольшая каша, а также встречаются перегрузы. Я в основном прослушивал музыку на громкости 65%, и мне этого было достаточно. Звучание объемное и нестандартное, так как бас звучит не супер качественно, но в то же время хорошо для дешевых вкладышей. Середина неплохо проработана, вокал звучит, разумеется, приятно, но в общей картине звучание имеет легкий эффект глухого звука. Для подобной стоимости и форм-фактора данная пара в плане звука показала себя достойно. Однозначно на свои деньги играет. Минусы: не отображается заряд аккумулятора бокса в процентах, нет мультипоинта, и мы знаем по Honor Choice, что он может быть в дешевых наушниках. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к ролику. Не забываем подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Разумеется, ставим лайк за труды, колокольчик нажимаем и пишем в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Резюмирую. Беспроводные наушники QCY T20 AliPods, учитывая их стоимость, хороший выбор для тех, кто любит форм-фактор вкладыши. Отмечу интересное звучание, приятный дизайн, качественную сборку, возможность настраивать тапы, игровой режим, хорошие микрофоны и неплохое время автономной работы. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Помните, вы помогаете проекту очень сильно. Всем, кто посмотрел ролик, двойное спасибо. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.